Мої вітання постійним та новим глядачам. Я Светлана. Сегодня я расскажу и покажу, какие сорта гортензий являются классикой. Они обязательно должны быть у вас в саду. Прямо обязательно. Этот рейтинг придумала не я, но полностью с ним согласна на 100%. Все эти красотки в моем саду уже растут. И кустовые формы, и штамбы. Кратко расскажу про каждый сорт, кроме гортензии Limelight. Его не успела отснять и описать. Видео нету про эту гортензию, но я вам сегодня ее покажу. Более полный обзор всех других гортензий можно посмотреть на моем канале в плейлисте «Гортензии в саду у Светланы». Ссылку вам оставлю. Ну что, идемте, я приглашаю вас в лето. Селекционеры пытаются нас удивить новыми и необычными сортами гортензий с яркими и большими соцветиями нереальных оттенков или наоборот карликовые с компактными гортензиями, которые можно выращивать и на балконе, и в кашпо. Но существуют классические сорта, без которых сад не такой праздничный и волшебный. А мы ведь хотим сказку в саду, чтобы от пены бело-розовой дух захватывало. Сказку сад. Гортензии легко справятся с этой задачей. Третье место я начну с последнего. С третьего поделили две гортензии. Limelight и Phantom. Гортензию Limelight, обзор сорта, я, к сожалению, не успела сделать. Он у меня растет у входа в сад. Справа на экране, уже цветущий. Это один из самых лучших сортов метельчатой гортензии. Цветки крупные, соцветия лимонно-желтые, а затем белые. Осенью немного розовые. Сейчас мы все увидим. Эта гортензия очень морозостойкая, до минус 32 легко выдерживает. Вот это она в начале цветения. Соцветие немножко рыхлое у нее, лимонного цвета. Как и все гортензии, требует частого полива. Какие подкормки я своим гортензиям даю, часто вы спрашиваете. В марте, сразу после обрезки, ну не сразу, когда температура уже плюсовая, стабильная, даю комплексное удобрение для старта. Перед цветением по листу плантафолом 10-54-10 и осенним удобрением в сентябре. И еще гортензии все очень любят мульчирование сосновым опадом или корой. Гортензия Limelight у меня в штамбовой форме. Деревце на небольшом штамбе 40 сантиметров. Будет шикарное. Третье место, как я сказала, поделили две гортензии. Phantom и Limelight. Вот в этой аллее гортензий мы как раз с вами видим Phantom. Он был выведен в Нидерландах в 1990 году. Это шаровидный раскидистый куст, жесткие побеги у него. Высота будет, как и у Limelight, 2,5, а может и до 3 метров в высоту и в ширину. Это мощный, хороший куст. Из фантома, благодаря этому, получается удивительно красивые большие деревья. Соцветие у него до 40 сантиметров. Сначала цветки слегка салатовые, потом салатово-желтые и вот такие розовые уже в конце августа, в начале сентября. Соцветия рыхлые, немножко есть фертильных цветов и поэтому запах
Вот Эва стоит у нас возле молоденького штамба. Я начеренковала и сделала 2 штамба. Мне в этой гортензии особенно нравится ее вот такой мультиколорный цвет. Посмотрите, как переливаются салатовые и розовые. Кстати, формировку штамбов можно посмотреть, тоже у меня на канале есть видео, прямо из веточки, как мы с вами постепенно 3 или 4 видео там делали штамбовые гортензии. Обязательно штамбы сделайте себе. А вот этот еще один куст, вот именно с него я черенки брала. Растет у меня в аллее возле туй колумна. Розовый, уже оттенки пошли на более розовые, глубокие. И такой красавчик. Чуть не забыла про фантом упомянуть главное его свойство. Он выдерживает небольшое пересыхание почвы. Все остальные гортензии должны всегда быть на поливе. Земля всегда должна быть влажная, и ваши соцветия будут такие же яркие и красивые, и не засохнут. А мы про гортензию, которая заняла 2 место. Это Vanilla Fraise. Сорт был выведен во французском питомнике и получил массу наград. Куст до 2, может быть 2,5 метров в высоту. Зацветает широко пирамидальными соцветиями, и они изначально белого цвета. Помните, я рассказывала вам, как отличить гортензии, которые так и останутся белыми до конца сезона, или поменяют цвет на розовый. При распуске, еще раз повторю, обращайте внимание на цвет соцветий. Если он сразу, даже когда маленькие, белого цвета, значит гортензия поменяет цвет обязательно. Это, например, ванила. Если соцветия фисташкового, салатового или кремового оттенка, то эти сорта станут белыми и останутся такими до конца сезона, пока не засохнут. Так вот, про Vanilla Fraise. При распуске ее цветы ванильно-белые. Потом постепенно становятся вот такие розовые. Вначале снизу вверх, а потом все. И в конце сезона, вот это они белые еще у нас, перед этим уже на 3-й стадии порозовели. А вот такая малиново-красная на заднем плане, это один побег, кстати, тоже Vanilla Fraise, опоздал немножко. Поломалась веточка, и этот побег нарастал долго. Вот такие малиновые. А это клубничное мороженое. Куст имеет не очень прочные ветви, и поэтому требует хотя бы в первые годы подвязки или опоры. Взрослея, гортензия крепчает. Мои кусты, которые не штамбы, я уже и штамбы умудрилась сделать из этой гортензии. Так вот, моя Vanilla Fraise держит опору на композитной арматуре. Ветви у нее немного сгибаются под тяжестью соцветий и придают кусту шарообразную форму. Вот так розовеет ванильное мороженое. Лучше в ноги к Vanilla Fraise сажать бордюром хвойные или спирею, застригать бордюром или злаки невысокие, чтобы как бы поддерживали ее. Тогда куст будет смотреться гармонично. Ну и 1 место, как вы думаете? Конечно же, это Polar Bear. Характерной чертой этой гортензии являются гигантские прямосоцветия, размер которых может достигать больше 45 сантиметров. Может. Соцветия этой гортензии имеют вид фисташково-кремовой, огромной шишки с желтоватым кончиком. Polar Bear вырастает примерно до 2,5-3 метров в высоту и ширину. Очень мощный куст. А вот и отличительный признак – зубчики на лепестках. Очень эффектен этот сорт в виде дерева. Штамп на небольшой ножке. Огромный букет соцветий, дающий потрясающий эффект
гигантского цветущего дерева. Сорт хорош и как в одиночных посадках солитером, так и для шикарных живых изгородей. Очень легко черенкуется. Вот лаймлайт у меня не получается начеренковать. А полярный медведь уже аллея молодой растет. Если вы видели видео, посмотрите мои молоденькие зимнего черенкования этого 2023 года. Череночки уже растут в аллее. Я их, кстати, лапником сегодня прикрыла. У нас уже холодать будет. Сорт очень неприхотлив. Хочу чудо дерева из полярного медведя себе, и поэтому некоторые черенки буду выгонять в штамп. Обязательно посадите победителя сегодняшнего, потому что без белого мишки полярного сад не сад. Ну что, рассказала я вам про все гортензии, которые классика. Можно, конечно, посадить все возможные сорта, которые только есть. Их уже, по-моему, больше сотни. Но классические сорта всегда будут украшать сад своей статью. Фантом. Видите, какой красивый. В этой аллее, кстати, они у меня все высажены. И фантом, и ванила фрейс, и полярный медведь. Лаймлайта нету. Но в этом году обязательно займусь тем, что начеренкую пару кустиков. Хочу еще деревья. Ну что, не забудьте поставить лайк гортензиям и хозяйке сада. Мы старались и будем вам благодарны. До встречи в следующем видео. Будем смотреть что-то полезное или интересное.